Сегодня я раскрою 7 секретов приготовления идеального шоколадного чизкейка. Нежный, кремовый, сливочный и очень шоколадный десерт с вкуснейшим ганашем, голубикой, ежевикой и шоколадной стружкой. Сложно удержаться, не попробовав. Ингредиенты для массы чизкейка должны быть комнатной температуры, чтобы получилась однородная консистенция без расслоения. И это секрет номер 1. Поэтому примерно за полчаса нужно вынуть из холодильника сливочный сыр, сметану, яйца. Ганаш готовлю из жирных сливок и молочного шоколада. Для декора нужны голубика, ежевика, мята и молочный шоколад. Начну приготовление с основы чизкейка. Можно испечь корж, а потом его измельчить. Я взяла 2 вида печенья с какао – Лагода и Зообум. Благодаря этому сочетанию основа очень вкусная получилась. Печенье измельчить любым удобным способом. Я измельчаю с помощью блендера. Вот такая мелкая крошка получается. Пересыпать ее в миску. Сливочное масло порезать на небольшие куски. Перенести в сотейник и растопить. Влить в крошку из печенья. Хорошо перемешать. Должна получиться влажная сыпучая масса. Дно формы застелить пергаментной бумагой. Обрезать лишнее. Высыпать больше половины массы на дно. Разровнять. Уплотнить дном стакана. Хорошо придавить силиконовой лопаткой. Высыпать остальную массу вдоль бортика. Подправить лопаткой. С помощью стакана сформировать бортик. Придавить хорошо лопаткой. Убрать основу в морозилку. Смешать сахар с какао. Я использую алкализованный какао-порошок и тростниковый сахар. Можете взять обычный. Также готовлю чизкейки с сахарной пудрой, разницы не заметила. Шоколад растопить на водяной бане. Для этого в пиалу поломать шоколад на небольшие кусочки. Перенести в миску и наполнить ее кипятком. Старайтесь, чтобы вода не попала в шоколад. Подождать немного, чтобы шоколад начал таять. Хорошо перемешать. Как только шоколадная масса станет однородной, снять с водяной бани. Самый главный ингредиент чизкейка – это сливочный сыр. Рекомендую выбирать сыр с кремовой текстурой и легкой солоноватостью во вкусе. Идеально это Philadelphia Original Craft Foods. Можно также использовать сливочные сыры Кремете Хохланд и Альмете Хохланд. И это секрет номер 2. Именно от сливочного сыра в основном зависит и вкус, и структура. В миску выложить Филадельфию, сметану, сахар с какао. Секрет номер 3. Все ингредиенты аккуратно перемешать вручную, не взбивать, чтобы масса не перенасытилась воздухом и чизкейк не вздулся при выпекании. Яйца слегка смешать.
и добавить в массу. Раньше вводила яйца по одному, разницы не заметила. Перемешать с помощью венчика. Влить растопленный шоколад. Мешать до однородной консистенции. Получается кремообразная масса. Достать основу из морозилки и вылить в нее массу. Разровнять лопаткой. Слегка покрутить форму, чтобы поверхность выровнялась. Секрет номер 4. Выпекать 45 минут на водяной бане в разогретой духовке до 150 градусов на нижнем нагреве с конвекцией, чтобы пропекание было равномерным, текстура оставалась кремовой и нежной, а поверхность не трескалась. В любом случае подстраивайтесь под свою духовку. Емкость с кипятком поставить на нижний уровень духовки, на средний – на решетку чизкейк. И это секрет номер 5. Через решетку лучше циркуляция влажного горячего воздуха. Спустя 30 минут края немного схватились, но почти весь колышется. Еще 15 минут и выключить духовку. Только центр диаметром 10 см должен подрагивать. И это секрет номер 6. Важно не передержать чизкейк, иначе при охлаждении он может треснуть. Секрет номер 7. Постепенное остывание и охлаждение. Оставить чизкейк на 2 часа в духовке вместе с водой. Он дойдет до готовности и постепенно будет остывать. Это тоже снизит риск появления трещин. Достать и оставить при комнатной температуре до полного остывания. Помните, что требуется время на стабилизацию в холоде. Поэтому остывший чизкейк убрать в холодильник минимум на 6 часов или на ночь. Следите, чтобы в холодильнике не было посторонних запахов, иначе чизкейк их моментально впитает. Достать чизкейк из холодильника, аккуратно отсоединить и убрать бортик. С помощью металлической лопатки перенести на тортницу. Посмотрите, какой аппетитный получился. Его уже можно подавать, но мне очень нравится, как сочетается чизкейк с ганашем. Готовим ганаш на водяной бане. Шоколад поломать в пиалу на небольшие кусочки. Влить сливки. У меня сливки из холодильника. Миску наполнить кипятком. Подождать немного, чтобы шоколад начал таять. Далее мешать до тех пор, пока сливки не соединятся с шоколадом. Как только масса станет однородной и приобретет красивый блеск, снять с водяной бани. Ганаш готов. Вылить ганаш на чизкейк и равномерно распределить по поверхности. Для декора сделаю шоколадную стружку с помощью овощечистки. Шоколад предварительно охладить. Вот такая стружка получается. Сверху по краю выложить голубику и ежевику. Мне кажется, эти ягоды идеально подходят именно к шоколадному десерту. В центр выложить шоколадную стружку. Добавить мяту. И вот почти готов. Как по мне, идеальный шоколадный чизкейк. Осталось совсем немного подождать. Отправить в холодильник примерно на 30 минут, чтобы схватился ганаш. Достать. Чизкейк получается потрясающе красивым. Всем любителям шоколадного очень по вкусу придется это шоколадное лакомство. Ну что ж, наконец можно приступить к самому долгожданному моменту. Резать горячим сухим ножом. Говорят, что дегустировать чизкейк лучше спустя 15-20 минут после холодильника. Именно так его структура будет максимально приятной, а аромат и вкус раскроются в полной мере. Попробуйте, а я предпочитаю сразу после холодильника. С чашечкой кофе или чая хочется все больше смаковать этот десерт. Чизкейк получается нежным, кремовым,
с насыщенным шоколадным вкусом и легкой горчинкой. Вкуснейший ганаш, ягоды, песочная основа с какао добавляют еще больше вкусовых ощущений. Приготовьте этот нежный шоколадный чизкейк и наслаждайтесь вкусом!